Хочу дать совет себе самому, но в октябре 90-го года, Андрюша, ты на пороге череды геополитических изменений. Будет много-много трансформаций в общественной жизни Советского Союза и РСФСР. Я, как ты из будущего, хочу тебя упросить: выучи английский язык до совершенства, выучи еще французский язык и испанский язык, и немного хотя бы подучи немецкий. Знание языков вот этих тебе пригодится очень-очень сильно. Я бы тебе сказал на 146%, но ты пока этот мем не поймешь. Позже. Второе, что я хочу тебе сказать. Когда через несколько лет у тебя появится возможность поучаствовать в студенческом обмене, езжай в Германию, участвуй в этом студенческом обмене и оставайся в Германии. Оставайся в Германии. Живи, работай там, потому что в России не будет так свободно никогда больше, как было в 90-е. И не будет так экономически жирно и хорошо, как было в середине нулевых, до примерно 2008 года. Оставь свои фантазии по поводу создания собственного бизнеса в России, своих компаний и честного заработка. Как я уже немножечко тебе рассказал о будущем, Россия будет в череде кризисов, РСФСР, конечно. Через год, осенью 91 года, ты уже будешь жить в другой стране. И начнется период необычайных преобразований. И очень свободный период, когда можно будет практически все. Но не тебе, потому что ты родился для того, чтобы поучаствовать в залоговых аукционах слишком поздно, и родился слишком рано, чтобы стать силовой элитой. В тебе уже сидит дух свободы. Ты не сможешь лизать задницу начальнику, как это делают те, кто родился после 2000 года. Уезжай. Уезжай при первой возможности в Соединенные Штаты, уезжай в Германию. Учи языки. Это то, что тебе больше всего пригодится. Ни один из тех дипломов, Андрюша, которые ты получишь, не пригодится тебе в будущем. Юридический диплом точно не пригодится, потому что нужен язык и система права, кодексы, правоприменения в большинстве стран отличаются от России, даже если это континентальное право. Диплом физика-преподавателя тоже не пригодится, потому что подходы к преподаванию в других странах, в отличие от России, иные, заточены под другую схему. Ты еще не знаешь об этом, но в начале 2000-х Россия предпримет попытку интегрироваться в западную систему обмена знаниями и студентами, введя так называемую Болонскую систему, но потом, по прошествии нескольких десятков лет, своими же руками эта система будет убита, и студенты из России не смогут комфортно переезжать и учиться в других странах.
Экономические свободы, которые ты увидишь в 90-х, обернутся перераспределением собственности нужным людям. Бизнесы, которые ты создашь, будут захвачены людьми с силовым бэкграундом. Ты потратишь свое время, силы, годы на то, чтобы что-то создать, а потом случится кризис 2008 года. Поэтому, если ты хочешь семью, стабильную работу, прогнозируемое будущее в какой-то степени, уезжай. Те годы, которые ты потратишь в России на эксперименты, ты не вернешь и ничего с собой не увезешь. Ты буквально, когда окажешься вот в той реальности, в которой ты можешь оказаться, в Европе, ты окажешься буквально ни с чем. Как будто ты заново родился. Поэтому не тратите 20 лет, даже больше, 25 лет на жизнь в России. Проживите годы в комфортной, удобной Европе или в США, где больше шансов что-то заработать, но есть вопросы по безопасности и комфорту. Учи языки и получай западное образование. Это я тебе, как твой будущий Андрей, советую. То, что лучше всего сделать в начале 90-х годов.